Азиатская живопись. Сегодня будем рисовать чайный азиатский набор, чайник с кружками и гранатовую ветвь. Для этого нам потребуется рисовая бумага, минеральные краски и черная тушь. И, конечно же, каллиграфические кисти. Пришла зима почти, но сейчас осень, но уже достаточно холодно, и хочется теплого чая. В данном случае мы будем рисовать гранатовый чай. Итак, приступаем сначала к самим гранатам. Для этого мы возьмем на кисть сначала желтый цвет как основной, и затем на кончик возьмем красно-яркий цвет. Кисть должна быть достаточно влажная, средневлажная, и работаем мягкой средней кистью. Как вы видите, мазки кисти выполняются таким образом, чтобы получить желаемую форму. То есть вы думаете о форме, которую создаете, и, соответственно, выполняйте мазки. Основной принцип – это за минимумом средств, за минимумом движений отобразить максимум формы. И кончики граната просто рисуем прикосновением кисти, ее движением от кончика, затем прижимаем и поднимаем. Затем отображаем несколько еще даже не раскрывшихся цветков. Мы попробуем на одной ветке отобразить всю жизнь растения от бутона до цветка и затем до плода, даже раскрытого. И теперь приступаем к цветкам в разных ракурсах. Один нарисуем боком, а другой, который нам видно прямо в лоб. Здесь в основном мы работаем таким движением. Мы должны будем крутить кисточку между пальцами. И в зависимости от того, какого объема нам нужен лепесток, мы прижимаем либо кончик кисти, либо кисть наполовину, либо целиком. И создавая форму лепестков, мы прокручиваем кисть между пальцами. Здесь еще важно, что нам нужно будет иметь на кисточке два цвета. Берем красный как основной и на кончик кисти берем бордовый. И кончик кисти всегда должен упираться в предыдущий лепесток. Тогда мы получим очень красивый эффект, и цветок получится красивым, живым и объемным. То есть каждый следующий ряд лепестков, когда мы создаем, мы обращаем внимание на то, чтобы на кончике у нас всегда был более темный оттенок. По такому же принципу мы работаем и с цветком, который нам видно сбоку. Теперь мы возьмем ярко-бордовый цвет. Кисть должна быть в данный момент уже достаточно сухая, работать как карандаш. И бордовым цветом обведем контуром уже нарисованные гранаты. Кисть при этом двигается с надрывом. Движение остановка, движение остановка. Получается такая красивая неровная линия. Лопнувшие лепесток, где нам будут видны зерна, мы обведем по тому же принципу. Теперь возьмем малую кисть или работаем кончиком средней кисти и темно-бордовым цветом рисуем контуром зерна. То есть они неровной формы, то есть неровно овальные, и заполняем пустоты, которые мы прежде с вами оставили. Поставим небольшие точки в каждой из гранатинок и оставляем это подсыхать. Можно обвести контуром или же не обводить и остальные части граната, а также прежде нарисованные бутоны и цветок, который нам видно сбоку. Некоторые его части тоже можно будет проработать контуром при желании. Например, более светлые лепестки можно нарисовать там с центральной и боковые прожилки. Но опять же, это уже по вашему усмотрению и в зависимости от того, насколько проявился эффект, который мы с вами использовали на лепестках цветка. Теперь мы возьмем более светло-зеленый как основной на кисть и более темно-зеленый на кончик кисти. Кисть должна быть средневлажная, но не слишком, чтобы вся форма не потекла. И либо движением в один мазок, либо двойным мазком мы рисуем листья. Начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и опять поднимаем кисть. Теперь возьмем черную тушь. В данном случае кисть должна быть достаточно сухая. И рисуем
ветки. Основной мазок кисти в данном случае это линия от точки до точки. Она может быть более тонкая, более широкая, прямая или же загибаться, дугообразная, но принцип это движение от точки до точки. Для широкой линии мы более прижимаем кисть, для более тонкой линии мы менее прижимаем кисть к бумаге, то есть оказываем меньшее давление на кисть для более тонкой линии. Нарисуем несколько ветвей, можно добавить несколько сухих и даже обломанных небольших веточек и поставить прикосновением, то есть кончика кисти точкой несколько таких почечек на веточках. Теперь мы переходим к рисованию чайника. Чайник вы можете выбрать любой, какой вам больше всего понравился. Я взяла чайник с моего любимого аккаунта в Инстаграме, где производят натуральную керамику. И вот остановилась на этом. Здесь что важно? Кисть должна быть сухая, должна работать как карандаш, можно высушить ее об салфетку. Мы работаем ярко-черными чернилами и контуром создаем форму чайника, в зависимости от того, какой мы выбрали. Да, мы работали кончиком кисти. Теперь сухой кистью с наличием туши на ней мы просто вращаем кисть туда-сюда по бумаге, катая ее по бумаге. Для чего это нужно, вы потом дальше увидите. Но то, что мы создаем текстуру, это уже понятно. И можно подчеркнуть той же самой сухой кистью, скребя ей по бумаге, по тому месту, где мы хотим создать объем и текстуру, некоторые места. Теперь рисуем с вами чашечки, азиатские чашки для чая, даже распушенные на конце кистью, и то же самое мы прокатываем по чашкам кистью. Получает тот же эффект, что и на чайнике. Пока чайник подсыхает, тушь подсыхает, мы берем темно-зеленый цвет, тонкую кисть и рисуем прожилки на листьях, которые уже немного подсохли, но не до конца, чтобы прожилки органично вписались в предыдущий слой краски. И создаем центральную прожилку и боковые, или же можно ограничиться только одной центральной прожилкой. Теперь возьмем красный цвет, ярко-красный, разбавим его водой или добавим желтый, в общем, сделаем его посветлее и заполним то место, где у нас нарисованы ядра граната, пусть будут ядра граната. И теперь возвращаемся обратно к чайнику. Берем тонкую кисть, она должна быть сухая и жесткая, да как кисть много на себя воды не возьмет, но тем не менее проконтролируйте, проверьте об салфетку или об кусочек бумаги. И контуром создаем рисунок на чайнике, выбранный нами. В данном случае это дракон. Здесь все достаточно просто, мы работаем контуром и наносим рисунок так, как если бы мы делали это, допустим, карандашом в акварели. Можно проработать достаточно много детальных элементов, потом сверху мы покроем чайник цветом. Теперь мы возвращаемся вот к тем самым интересным местам, где мы просто катали сухую кисть с тушью по чайнику. Мы создаем облака, которые обозначают небесное пространство, где обитают азиатские божества. Кистью малой мы яркими черными чернилами, тушью рисуем с вами вот таким незатейливым образом форму облаков. То же самое делаем и на чашечках, в том месте, где мы воспользуемся тем же эффектом, что и на чайнике. При желании можно обвести гранатовые лепестки контуром, добавить им прожилок и так далее, как вам больше нравится. Теперь возьмем желтый, смешаем его с красным, получим некоторый оттенок оранжевого и заполним некоторые места в лопнувших частях граната. Нарисуем в чашках их содержимое, в данном случае гранатовый чай, который лично я очень люблю, особенно осенью и зимой, при наличии гранатов в магазине. И теперь берем оттенок коричневого, какой нам больше нравится. Кисть должна быть достаточно влажной, но не слишком, чтобы она тоже оставляла белые пустоты в некоторых местах. И начинаем закрашивать область чайника.
В некоторых местах просто слегка касаясь бумаги, чтобы получить такие белые пустоты для большей текстуры и фактуры. И это последние маски кисти. Надеюсь, было вам интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии.